Привет, друзья! По многочисленным вашим просьбам, сегодня мы будем дегустировать различные морепродукты. Ценник у них не маленький, поэтому очень важно знать, что можно покупать, а какие морепродукты совершенно не стоят своих денег. В этой коробочке находится синий краб. Краб этот свежемороженый и уже резанный. Зона вылова – западная часть Индийского океана. Масса упаковки 856 грамм, масса без глазури 800 грамм и массовая доля глазури 7%. Внутри мы видим, что от краба здесь находятся конечности, клешни, а это вроде даже как хвост. И действительно этот краб свежемороженый. Если соединить две половинки, то мы можем примерно оценить, какого же размера был этот краб. Стоимость краба 649 рублей 60 копеек. На упаковке не было написано, сколько времени варить этого краба. Там было написано только лишь, что варить до готовности. Но я посмотрел в интернете, и такого размера краба, так как он еще сыромороженый, варить нужно 3 минуты. В общем, 3 минуты отварил, и еще также было написано, если он принимает красный цвет такой уже насыщенный, то значит он готов. Но красный цвет он принял, наверное, уже сразу же после того, как я положил его в кипяток. Тем не менее, я все-таки 3 минуты решил его отварить. Ну и вот так вот выглядит уже вареный краб. Мясо белого цвета. Попробую на вкус. Крабовое мясо из брюшинной области мне понравилось. Оно имеет небольшой сладковатый привкус, очень мягкое, хорошо жуется и чувствуется его волокнистая структура. Внутри клешни оказался вот такой вот кусочек мяса. И внутри тоже вот кости, как и у камчатского краба. Мясо из брюшинной области краба было повкуснее. Это как-то мне не особо понравилось. Теперь рассмотрим клешню поменьше. Будет ли тут что-то съедобное вообще, потому что она какая-то чересчур уж малюсенькая. Вот такие вот малюсенькие кусочки мяса можно оттуда выковырять. Попробуй на вкус. Если сравнить с камчатским крабом, то конечности камчатского краба гораздо вкуснее. Здесь и мяса мало, и оно какое-то по вкусу не такое вкусное. Ну и мусора, конечно же, от этого краба оказалось очень-очень много. Мусора здесь гораздо больше, чем съедобной части. Думаю, смысл покупать такого краба есть только лишь в том случае, если очень-очень сильно хочется его попробовать. Если, допустим, сравнить с камчатским крабом, то камчатский краб, конечно же, гораздо лучше. Он и крупнее, и повкуснее. Коктейль из морепродуктов в масле. Масса 150 грамм. Стоимость коктейля из морепродуктов 77 рублей 99 копеек. Ну и так как эти морепродукты в масле, то масло лучше предварительно сходить и слить. Для начала попробуем соломку из кальмара. Соломка кальмара очень мягкая и нежная. Она гораздо нежнее, чем соломка, которая продается в рассоле. По внешнему виду некоторые мидии повреждены. Сейчас попробую на вкус. Мидии хоть по внешнему виду не все идеальные, но по вкусу они неплохие. Они очень мягкие и хорошо жуются. Ну а теперь попробуем щупальцы кальмара. Щупальцы кальмара чуть-чуть пожестче, чем соломка, но тем не менее жуется хорошо, немножечко так похрустывает и по вкусу очень вкусное. Но есть, конечно, и минус, так как этот коктейль, так как все эти морепродукты находятся в масле, то они очень жирные. И поэтому, конечно же, по калорийности этот коктейль более калорийный, например, чем тот, который находится в рассоле. Увидел сегодня в магазине вот такого малюсенького осьминога. Он, конечно, не супер маленький, бывает и еще меньше, но все-таки тоже небольшого размера. И мне захотелось его купить и попробовать, что же будет он представлять из себя на вкус. Как мы видим, этот осьминог не вареный, и продавался он вот в таком вот сыром виде. Он уже почищенный, здесь ничего, никаких внутренностей нету. Посмотрел я в интернете, сколько времени варить маленького осьминога, написано было, что 5 минут. Этот осьминог весит 54 грамма и обошелся в 35 рублей 10 копеек. Отварил осьминога 5 минут, и вот что у нас получилось. Он очень сильно уменьшился в размере, голова его свернулась, и цвет его тоже поменялся. Он немножечко стал красноватым. Сейчас попробую щупальцу на вкус. Вкус довольно-таки интересный, он хрустящий. И если, например, сравнить с щупальцами кальмара, то вот щупальцы такого маленького осьминога, по крайней мере, ничуть не хуже. Я думаю, что таких маленьких осьминогов можно отварить и использовать для приготовления салата. Мне, в общем, вкус понравился.
В этой упаковке находится 4 медальона из тунца. Место вылова – Китай. Состав – тунец желтоперый. Жиров написано в 100 граммах 0 грамм, то есть он вообще не жирный. Масса без глазури 380 грамм и написано, что массовая доля глазури 5%. Тунец медальоны, стоимость за 400 грамм 631 рубль 59 копеек. Подразморозился этот тунец, и теперь отчетливо видно, что это не целиковое филе, а эти медальоны сделаны из каких-то обрезков. Если немножечко вот так вот пошевелить, то начинает все разваливаться, и мы видим, что вот все это одни обрезки. Если исходить из цены, то 600 рублей за 400 грамм, это получается 1500 рублей килограмм. 1500 рублей килограмм за обрезки из Китая, это, мне кажется, вообще какая-то чересчур очень высокая цена. Посыпаем медальон солью. В качестве приправы можно использовать прованские травы. Натираем приправами, переворачиваем на другую сторону и проделываем аналогичную процедуру. Все. Обжариваем медальон 5 минут с одной стороны. Затем переворачиваем на другую сторону и еще обжариваем 5 минут. Медальон пожарился, и внешне он даже не похож на рыбу, а больше похож на мясо. Ну и также при жарке очень много выделилось вот такого вот вещества. Ну, возможно, что это какой-то белок. Точно, в общем, не знаю, что это такое, выделяется при жарке. Ну и также при жарке эти медальоны совершенно не пахли рыбой. Даже это и не мясо, в общем, ну какой-то своеобразный запах был. Ну и также вот если посмотреть в разрезе, то такое ощущение, что это не рыба, а больше даже похоже на телятину. Ну и как оказалось, тунец по вкусу на рыбу не особо похож, больше похож на мясо. Но только что по своей структуре это мясо более нежное. И вот когда его кушаешь, то во рту оно прям таки и тает. И по мне даже оно как-то вкуснее получается, чем вот если, например, сравнивать с телятиной, к примеру. Более мягкое, более нежное мясо, и по вкусу оно мне понравилось больше. Но, конечно же, цена очень высокая. Мясо мидий варено-мороженое. Натуральный полезный продукт. Продукт быстрой заморозки. Масса продукта с глазурью 300 грамм. Масса без глазури 276 грамм. Массовая доля глазури не более 8%. Страна происхождения Чили. Мидии мясо мороженое. Стоимость 139 рублей 90 копеек. Итак, мидии я отварил. И как мы видим, они очень сильно отличаются друг от друга некоторые. И также по размеру. Некоторые мидии очень мелкие, а некоторые покрупнее. Ну и также по цвету. Некоторые такие ярко-оранжевые, а некоторые бледные-прибледные. Ну, по вкусу довольно-таки неплохо. Но только что, как мне показалось, она немножко такая пустоватая во вкусе. Особо вот такой яркости во вкусе нету, как, например, в более дорогих мидиях бывает. Если покупать мидии уже и покрупнее, и повкуснее, то и цена, соответственно, будет уже в несколько раз выше. В этой упаковке находятся варено-мороженые мидии. Здесь целый килограмм. И эти мидии находятся в одной створке. Вот эта вот упаковочка мидий стоит 980 рублей, что совсем не дешево. Место вылова мидий – Чили. Размерный ряд 60-80, то есть такое количество от 60 до 80 мидий содержится в 1 килограмме. Ну и в составе только лишь мидии в одной створке и вода. Также еще написано масса упаковочной единицы килограмм, а масса нетто без глазури 920 грамм. И массовая доля глазури 8%. Ну и вот таким вот образом выглядят эти мидии. Пересчитал все эти мидии, и их здесь оказалось 70 штук. Ну, это говорит о том, что они на самом деле вот той крупности, как... Это говорит о том, что они на самом деле такого размера, который был указан на упаковке. Там было написано от 60 до 80. Ну, а здесь 70. Значит, все нормально, они такого нормального размера. Итак, мидии я довел до готовности. Но все равно, хоть они и в створках, некоторые встречаются вот такие вот побитые. А также еще попадаются мидии какого-то вот такого непонятного цвета. Он более насыщенный и немножко даже такой коричневатый по сравнению с другими мидиями. Попробовал все мидии, которая была битая, которая была вот такая оранжевая и которая коричневенькая. И все они по вкусу практически одинаковые, большой разницы я во вкусе не заметил. И все они соответствуют, в общем, своим вкусовым качествам, какие должны быть у мидий. Это, конечно же, гораздо вкуснее, чем вот те мидии, которые продаются без створок,
они уже не такие вкусные будут. А вот эти вот, которые либо в двух створках, либо вот на одной створке, они, конечно же, гораздо вкуснее. Ну и чувствуется, что они свеженькие такие, не перемороженные. В общем, качеством этих мидий я очень доволен. Очень хорошо мидии сочетаются с овощным салатиком. Здесь огурцы, томаты черри и листья салата айсберг. Заправляем соусом, перемешиваем и получаем очень вкусный и полезный салат. Друзья, рекомендую вам подписаться на мой кулинарный канал «Сочные идеи». На нем я собрал только самые лучшие рецепты, лично проверенные мной. Ссылка в описании. В этой упаковке находятся гигантские аргентинские креветки. Масса 2 килограмма. Зона вылова – юго-западная часть Атлантического океана. В составе еще есть какой-то антиокислитель. Масса без глазури – килограмм 900 грамм. Это говорит о том, что глазури здесь 5%. Это не очень много. Способ приготовления очень простой. Нужно отварить в подсоленой воде в течение 3 минут. Креветка лангустин. Стоимость 1899 рублей 34 копейки. Посмотрим, что у нас в коробке. Посмотрим, смерзлись ли они между собой. Между собой креветки не смерзлись. Это говорит о том, что условия хранения нарушены не были. Они лежат отдельно креветка к креветке. Думаю, что качество должно быть хорошее. И также на дне упаковки нету никакого льда. Это тоже говорит о том, что они не оттаивали. По размеру они действительно очень крупные. Если сравнить с мелкими креветками, то, наверное, раз в 10 так она точно, может и в 20 даже крупнее какой-нибудь там обычной креветки северной. Отварил несколько гигантских креветок. И, как мне кажется, по размеру они даже чуть-чуть поменьше стали. Я бы не сказал, что они какие-то уж чересчур большие. Когда они были в глазури, казалось, что они побольше. Теперь можно попробовать. Сама креветка вот такая, а съедобная часть всего-навсего вот такая. Мусор уходит, наверное, процентов 70. Только лишь 30% остается, в общем, съедобная часть. Покупать такие креветки, конечно же, очень затратное дело, потому что они дорогие, а по сути дела все выкинешь. Также еще у этих креветок, в отличие от более мелких, есть сверху какая-то кожица, которая совершенно несъедобная. У креветок, которые помелче, я вот такой кожицы не замечал. Другая креветка, как мне кажется, попалась получше, она уже не такая рыхлая. До этого креветку, которую я попробовал, по вкусу была, конечно же, не очень вкусная и какая-то рыхлая, такое ощущение, что она была либо уже дохлая, когда ее вот заморозили, либо она порченная какая-то была. Это по внешнему виду смотрится получше. Также еще здесь может быть кишечная вена, ее тоже нужно удалить, если она здесь имеется. Теперь попробую эту креветку. В общем, по вкусу эти креветки я бы не сказал, что какие-то супер уж вкусные. Можно купить королевские или тигровые креветки, они будут ничуть не хуже по вкусу. В общем, по моему мнению, эти креветки не стоят своих денег. Лучше купить какие-нибудь подешевле, и они, как мне кажется, будут по качеству даже лучше, чем вот эти. Друзья, пишите в комментариях, какую еду мне еще продегустировать. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!